С вами Екатерина Смирнова. Сегодня мы пишем «Зимнюю ночь в лесу» акварелью. Нам понадобятся кисточки. Одна на выброс, другая с заостренным концом хорошая кисточка. Мы будем использовать ультрамарин, светлую зеленую и темную зеленую краски. Пожалуйста, используйте хорошую акварельную бумагу. Я нанесла несколько заметок карандашом. Нам нужна будет вода, керамическое блюдце, чтобы мешать краски. Также мы будем использовать остатки воска и маскировочную ленту. Я начну с того, что из этой ленты вырежу месяц. Потом его хорошо приклею сверху на небо. Сделайте так, чтобы он хорошо был прикреплен к бумаге, чтобы краска не просочилась под эту маскировочную ленту. Теперь мы возьмем воск. Я его просто поставлю на теплое место до того, как он растает. Также я нагрею камушек, чтобы камушек держал температуру и воск не таял так быстро. Теперь вернемся в мою студию и плохой кисточкой, которая на выброс, начнем работать с воском. Если бы я работала самостоятельно, то, конечно, я взяла бы специальную маскировочную жидкость. Но я так поняла, что не каждому возможно найти ее так просто. Поэтому мы используем воск, который нужно будет потом удалить с помощью утюга. Я использую воск для того, чтобы маскировать те части, которые я хотела бы оставить белыми. Вот этот снег на елочках останется самым белым, потому что он будет сохранен воском. После первого слоя воска я начну замешивать краски. Возьму ультрамарин и светлую зеленую краску. Постарайтесь добавить достаточно воды, чтобы получился легкий тон. И этим легким тоном, вот посмотрите, какой он легкий, я начну наносить, придавать форму деревьям. Вы заметите, что те части, где вы наносили воск, будут отгонять краску и останутся белыми. То есть вы зарезервировали, замаскировали бумагу. Итак, когда уже я придала форму основному лесу, я намешаю побольше краски и продолжу рисовать елочки, которые вы видите на переднем плане. Вот самые две близкие для нас. Вы сильно не переживайте на этом уровне, вы просто даете тон, который вы потом будете выделять деталями. Поэтому вот немножечко также текстуры на переднем плане, чтобы не просто была белая бумага. Подождите, когда бумага абсолютно высохнет. Нагрейте опять воск и той же кисточкой нанесите второй слой. Вот тот очень легкий тон, который мы использовали первый раз, на него напишите воском еще раз, чтобы получился более 3D эффект. Сейчас я смешаю более темный цвет, возьму те же цвета ультрамарин и светлую зеленую краску, просто более насыщенный цвет. И побольше кисточку возьмите для того, чтобы нанести обычную воду в верхней части вашей картины, там, где небо. Это нужно для того, чтобы ваша краска распределялась равномерно. Вот посмотрите, она поплывет значительно лучше. Видите, по сравнению с тем, как вы пишете на сухой бумаге. Если вы нанесли сильно много воды, то ее можно собрать сухой кисточкой.
теперь я возьму мой более насыщенный темный цвет и спокойно, не торопясь, начинаю его наносить на мое небо. Посмотрите-ка, теперь нам видно наш месяц, который мы замаскировали маскировочной лентой. Краска хорошо распределяется. На этой ступени вам тоже не нужно волноваться. Просто равномерно нанесите краску с неба. Постарайтесь избегать елочек. Теперь можно придать несколько темнее деталей для елочки, которая на переднем плане. Чуток утемните другие елочки. И, в принципе, на этом заканчивается наша ступень. Теперь нужно подождать, когда краска опять просохнет. Теперь это все высохло. Обязательно ждите, не пропускайте этот момент. Надо хорошо просушивать вашу картину. Теперь я возьму ультрамарин и темную зеленую краску, чтобы сделать более насыщенный темно-сине-зеленый цвет. И вот сейчас наступает ступень, которая самая интересная. Вы будете придавать своей картине детали. Я начну с того, что напишу несколько елочек на заднем плане. Они совсем темные, они очень далеко. Давайте-ка потренируемся. Обязательно рядом держите бумагу, на которой вы можете тренироваться и проверять ваши цвета. Хорошие елочки получились, они немного разного тона. Не используйте одну и ту же краску, намешивайте туда побольше синего или зеленого, чтобы были разнообразные деревья. Теперь елочка повыше и поближе. Вот посмотрите, сколько я уже нанесла. Теперь переходим к елочке, которая совсем рядышком. Она должна быть самой симпатичной. Я пишу веточки, которые остались не запорошенные снегом. Вот видите, несколько таких лохматых веточек. Теперь самая верхушка елочки. Вы знаете, я очень люблю зиму и очень люблю снег. Поэтому я вот наслаждаюсь, как всегда, когда вижу снег. Теперь нанесем чуток голубого цвета на переднем плане. Когда краска высохнет, можно будет убрать ваш месяц. Я поняла, что месяц получился сильно яркий, сильно острый, поэтому я его немножечко смягчу желтой краской и также смягчу края, чтобы чуть-чуть было помягче, не так остро. Вот эта часть писания картины, конечно, не обязательно. Вы можете использовать белый гуашь для того, чтобы сделать эффект снега. Я добавлю чуток воды, но не сильно много. Вот видите, я забираю со своей кисточки лишнюю воду. Сейчас я хорошо размешаю свою гуашь. И старой зубной щеткой буду писать снег. Вот это самый, наверное, интересный момент. Но постарайтесь сильно много снега не брызгать, потому что это, в принципе, лунная ночь, поэтому снега много не может быть. Вот наша картина закончена. Теперь снимите ее с вашего альбома и прогладьте под несколькими слоями бумаги до того момента, когда весь воск исчезнет. Ну что ж, на этом наша работа закончена. Я вас поздравляю с новогодними праздниками. Будьте здоровы!